23 февраля для меня выдался, наверное, один из самых тяжелых дней рабочих, который у меня был. Была очень огромная загруженность на работе, была очень огромная загруженность в университете. Ам, я был уставший максимально и максимально я ничего не хотел делать абсолютно. Все, чего мне хотелось, это просто оставьте меня в покое, дайте я очень хотел отдохнуть. Я, работаю на двух работах, учусь. А, Мне как-то нужно у нас, с семьей ремонт, в общем, затеяли еще давненько так. И поэтому деньги постоянно нужно вкладывать, вкладывать, вкладывать. И для этого мне приходится очень много работать. Также, в общем, по жизни я очень сильно устал. Да. И 23 февраля, я помню, был уставший, злой на все. Приехал на тренаж, студию 18+ театральную. Ой, максимально на всех взбешенный. Помню, там пришло у нас 2 новеньких девочки, и на них даже не обращал внимания. Было все неинтересно. Потом вышел с ДКТ, это там, где тренаж проводился. Посмотрел, постоял немного на всё, что происходит вокруг. Я не знал, что меня ждет, что будет завтра, и не зря. Я проснулся где-то часов в 8 или в 7. Мне позвонил мой начальник, сказал, он что-то бормотал в телефон, я очень сонный был, мало что разобрал. Понял, что нас перевели на дистанционную работу и говорит: "Военное положение в стране, никуда не выходи". Я сказал: "Да, да, конечно". Ничего не понял. Думаю, ладно. Тут мне написал еще мой один знакомый. Он должен был афишу рисовать для одного моего проекта, который должен был 26 февраля состояться. И говорит: "А афишу рисовать?" Я говорю: "Ну, можно, а что?" Он говорит: "Ну, так весь город в дыму". А я еще тогда ничего не понял, говорю: ну да, придется повременить". В общем, затем я пошел, сел работать, и отец начал читать новости о том, что куча военных объектов по всей Украине горят, что русские зашли в страну, нас громят, и мы не можем ничего сделать. Это было очень, я бы не сказал страшно, я бы сказал, это было непонятно. Мне я просто не мог осознать, что случилась война, мол, что? И я сидел себе, работал. Отец уехал на работу, он в Белозерке работал. И хорошо, что вернулся пораньше, потому что там потом перекрыли дороги. Если бы он не приехал тогда, он бы вообще мог не приехать. А я сидел себе, просто сидел и ждал. Родители суетились, бегали, хотели бежать в укрытие, но меня эта перспектива не устраивала. Мне было все равно абсолютно. Мне было нечего терять. Все, что, для меня было важно — это семья. Они могли пойти в укрытие, а мне было плевать на то, что со мной случится. Просто ждал, просто был растерян. Э, а потом пришла ненависть. Я говорил, как я все ненавижу, кричал, кричал, как я ненавижу людей, которые ломают мою жизнь, рушат мои планы, перспективы, отношения, все, к чему я стремлюсь.
и стремился. Я искренне надеялся, что все как можно быстрее закончится, но был страх, что нас захватят, что нас сделают частью страны, в которой мы не хотим жить. Да, я надеюсь, все-таки все решится. Тогда я был менее уверен в чем-либо. Сейчас на самом деле еще больше неясность. Но хотелось бы, чтобы все разрешилось, потому что так больше жить нельзя.